Всем привет! Вы на канале «Шить для себя это удобно». Сегодня мы будем шить платье на полную фигуру. Обхват груди 120, обхват талии 110, обхват бедер 138. И оно будет выглядеть следующим образом. Рука в виде крыла, но обрезанного вот здесь под углом. Карманы в боковых швах, здесь резинка, здесь мысик, со стороны спинки просто средний шов, юбка большой колокол и внизу будет подъюбник. Подъюбник будет из хлопковой ткани, похож на штапель, точно не знаю название. И само платье основное мы будем шить из крепа, вот такого красивого бежевого цвета. Вот. Для того, чтобы показать вам, мне не хватит места на столе, сам раскрой. Как всегда, строим основу и потом начинаем прямо на ткани кроить. Я вам сейчас приблизительно расскажу, как это будет выглядеть. 1,50 м ширина ткани. Вам потребуется минимум 1,80 м умножить на 2, 3,60. Это минимальное количество. Но я бы вам советовала взять 4 метра ткани на такое платье. Как рассчитать юбку? Радиус. Для этого нужно знать обхват талии и прибавку. Я беру минимальное значение по обхвату груди, чтобы грудь пролазила. То есть если мы возьмем 120 вместо 110, получается с прибавкой на резинку, умножаем на 68, то в этом случае мы получим 120 деленное на 2, это 60, умножить на 68, получается 48, то есть 41 сантиметр. И вот так от угла отрисовываем 41 сантиметр, затем 80, это длина юбки, и проводим вот такой радиус. Сразу складывайте ткань в 2 слоя. И получите 2 полотнища юбки, передние и задние. Это боковые. Вот сюда в выпад укладывается спинка. Так как это 2 слоя, значит средний шов по спинке. Вот, значит, затем можно отрезать. И потом уже на вот этом участке у вас поместится перед и рукав. И вот до сюда ровно 3,60. Но так как здесь нужно еще карманы покроить, ну вот сюда может войти, но я вам советую взять 3,60. Вот такая, 4 метра. Вот такая раскладка приблизительно. Очень легко выкраивать такую юбку большой колокол. Единственное, я сразу вам скажу, что нужно, когда вы выкраиваете, вот здесь подниматься где-то сантиметра на 3 и срезать вот этот радиус. И здесь тоже приподниматься, потому что этот участок под 45 градусов очень сильно проседает. Сразу его чуть-чуть укоротите, а бока не нужно, только посередине. Я раскраиваю и уже показываю саму обработку. Перед вами базовая основа, и расскажу, как ее нужно видоизменить для того, чтобы получить такое платье. Непосредственно говорим о переде. Вот смотрите, выточку закрываем нагрудную и открываем ее либо в пройму по желанию, либо можем открыть в бок. Это вы должны уточнить с вашим заказчиком. Я, скорее всего, буду открывать в бок. И точно так же отступлю сантиметров 5, для того, чтобы не создавать остроту груди. Для этого мы просто берем, разрезаем основу. И закрываем выточку, как я делаю с помощью своего помощника. У меня есть помощник приспособления. Здесь, конечно, заказчик, но тем не менее. Вот. И вы можете частично оставить немножко, где-то сантиметрик в пройму, чтобы было комфортно и удобно. Можно 1,5, а остальная выточка будет уходить в бок. И, как я уже сказала, высота выточки будет вот здесь. Вы эту точку соединяете с краешками. Теперь, если вы шьете первый раз это платье, на шов оставляйте по 2 сантиметра на всякий случай на свободу. Вот, и вот здесь мысик,
опускаемся на 14 сантиметров. Здесь на сантиметр отступаем от шеи и рисуем горловину, ту, которую вам хочется. Мне хочется 14 сантиметров. И отрезаем этот участок. Вот. И очень важным я еще хочу сказать, что если вы кроите юбку на резинке, то обязательно, это основа для прилегающего силуэта, а у нас будет на резиночке, нужно обязательно вниз еще отложить сантиметра 4. Почему 4? Его можно поделить пополам, и в зависимости, какой вы хотите напуск над резиночкой, вот на этот напуск нужно обязательно опустить и здесь сделать параллельную линию. Это важно. Не буду чертить на бумаге, я крою с помощью вот таких шаблончиков сразу на ткани. По касаемо спинки, такая же история. Видите, это рабочие моменты. Я уже работала с этой основой, написала, видите, вверх 1 сантиметр. То есть мне нужно вот здесь добавить 1 сантиметр, потому что чуть-чуть не хватило, хочется свободы. Вот здесь выточка плечевая, точно так же. Если ее открепить, вот она, я ее переместила в сторону проймы для свободы небольшой, но много не нужно. Оставьте частично в плече и частично в пройму. Вот, и после этого точно так же вниз нужно опуститься на 4 сантиметра. И в таком крое я вам советую на полную фигуру даже не приталивать, а делать просто ровную линию. Все, о крое больше рассказывать нечего, за исключением самого рукава. Вот, моделирование рукава, конечно же, вам покажу. Есть много способов построения рукава, и я вам о них рассказываю. Но вот сейчас, видя, что очень пропорциональная пройма, достаточно, если мы открываем вот эти выточки сюда, то я, скорее всего, буду делать вот этот рукавчик, основу, например, берем, измеряем высоту проймы, в моем случае получается 25 сантиметров, отнимаем от нее сантиметров 3, наверное, это будет 22, вот, и чертим перпендикуляр и ставим точку на расстоянии 22 сантиметра, и потом делаем простое очень построение. Забыла сказать, что обязательно измеряем длину проймы переда и длину проймы спинки. У меня 32 и 33. Они очень хорошая для построения длина проймы, поэтому мы рукав быстро построим. Посмотрите, я рукав уже построила. Я его нарисовала даже от руки. Но вам расскажу, как я это делала. Обхват руки 43. Прибавляю 7 сантиметров, для платья этого достаточно, получается 50. Откладываю. От этой точки вверх поднимаюсь на высоту оката, которую мы сказали, 22 сантиметра. Значит, как мы получили, я чуть раньше сказала. Теперь делим эти участки пополам, поднимаемся вверх. Вот, через центральную точку проводим линии, вот они. Делаем так называемый треугольничек. Вот, и там тоже такая же линия. И теперь я от руки его рисую, проходя через вот эти точки. Но для того, чтобы вам построить самим, у вас нет такого опыта, как у меня, я вам скажу, что это передняя, это перед. Здесь 1,5 сантиметра посередине прогиб. Здесь у меня получился 3. Здесь будет чуть меньше, где-то 2,5, да, ровно 2,5. И здесь сантиметр. И все, и рукав готов. Я его вырезаю и показываю, как в дальнейшем моделирую. И самое главное забыла показать, как же он войдет в мою пройму. Помните, 32 и 33. Вот если измерить здесь, то получается длина 34 сантиметра. Здесь у нас 2 сантиметра посадки. Это так и нормально. А здесь у нас было 33.
34, 1 сантиметр посадки, 3 сантиметра посадки для платья – это отличный результат. Как можно проверить правильность? Вы можете согнуть рукав, и впереди он должен вот так немножечко, ну, на сантиметра 2, наверное, быть ниже. Вот здесь, где я оставляла 1,5, сделайте 2. Так будет лучше. Здесь сантиметр, а здесь 2. И тогда у вас будет именно такой переход. Теперь нужно нарисовать рукав, как я вам уже говорила, что там идет что-то подобное. Вот здесь чуть-чуть подлиннее, конечно. То есть здесь короче, здесь длиннее. И затем это все как крылышко выглядит. Для этого нужно, ну, я сейчас вот так вырежу, а низ вот так срежу, а потом буду понимать, что здесь уголок. Вот, отрезала. Сколько я отрезала? Ну, я взяла сантиметров 30, наверное. Ну да, 29 я взяла и сделала вот такой плавный переход. Вы всегда можете приложить к руке и посмотреть, как вам нравится. Ну и теперь начинаем раздвигать, то есть начинаем моделировать. Как всегда, берем, проводим линию по центру, затем через сантиметра 4 еще, и еще. Я без линейки черчу, извините, пожалуйста. Вот так. И вот так. Резать буду ровно. И точно так же делаю на этой части, и потом раздвигаю. Теперь укладываю это на ткань. Я ничего не прикрепляю и не переношу на отдельную бумагу. Вот так это выглядит. На бумагу, на ткань укладываю 2 слоя и очерчиваю. Единственное, сразу говорю, вот здесь у меня на сантиметров, наверное, 30 с этого участка. Да, вот сантиметра 30, вот здесь. Я сделаю немножко скос, потому что по модели вот здесь по боковому будет пошире. И все, и рукав будет готов. Все, начинаю кроить и собирать платье. Крой произведен, и я даже уже начала собирать. Итак, юбка очень большого размера. Смотрите, по боковым стачена. И здесь оставила отверстие. Уже уточнила место расположения. Я даже уже сделала примерку. И с этой стороны боковой оставила отверстие. Буду делать карманы в боковых швах. Есть целый мастер-класс по обработке карманов. Посмотрите, пожалуйста. Именно этот узел я показывать не буду. На других буду останавливаться. Теперь низ юбки тоже уточнен и обработан московским швом. Я вам покажу, как я делаю московский шов на примере обработки низа рукава. Вот, и мы с вами на камеру сделаем его. Вот этот рукавчик тоже уточнен, так он выглядит. Вот, боковые все и рукава, и внутри я сделала в разутяжку. Мне показалось это более интересный способ. Теперь собрала перед, уточнила горловину, плечевые собраны, обработаны на верлаке, боковые тоже обработаны на верлаке, выточки в боковой, и я в талию тоже сделала выточки, потому что требовалось по фигуре. То есть я заготовила верх отдельно и отдельно заготовила низ. И теперь его между собой нужно соединить. Соединять мы будем обычным способом, просто вокруг соединим, но обрабатывать оверлаком не будем, потому что закрываться она будет кулиска, и в этот участок вставляться резинка. Сейчас я вам покажу, как правильно, как я, не то что правильно, как я делаю московский шелк на таких тонких тканях. Итак, берем низ рукава и сначала прокладываем строчку на расстоянии где-то 0,5 от края по всему периметру низа рукава.
просто обычная строчка. Но она должна идти строго параллельно срезу. Это важно. И так по всему периметру. Эта строчка ориентир, на который мы будем ориентироваться, когда будем заворачивать низ перед настрачиванием. Заворачиваем. Сделаем так, чтобы строчка переходила буквально на 1 миллиметр на сторону. И пытаемся попасть в эту же строчку. Будем строчить по ней. И так также по всему периметру рукава. Теперь берем острые ножницы и обрезаем остаток, который, вот этот остаток, обрезаем не до конца, где-то миллиметр до строчки, чтобы не высыпалось. Вот так. Получается срез закрытый. И так тоже по всему периметру. Теперь то, что у нас получилось, заворачиваем на 3 миллиметра и пытаемся сделать как можно тоньше шов. Допускается строчить рядом. В идеале попадать в ту же самую строчку, но я буду строчить по краю. Вот что получается. С этой стороны очень тонко, аккуратно. Итак, я продолжаю. На одну строчку длиннее, но зато безболезненно, ничего не высыпется. Такой московский шов я больше люблю. Рукава заготовили, но прежде чем их вшивать, их можно уже в принципе вшивать еще до соединения с юбкой. Это ваше решение. Я решила сначала обработать горловину. Способов обработки горловины много. Я здесь буду использовать способ обработки обтачкой. То есть вырезаю по контуру, дублирую, обрабатываю на верлаке, либо можно обрабатывать другими разными способами. Вот. И притачиваю, то есть вернее обтачиваю горловину обтачкой. Так выглядит готовая обтачка, которую мы вырезали по контурам горловины. А это спинка. Вот. И теперь мне нужно ее соединить по плечевым с обтачкой переда и потом в круговую обтачать. Но прежде чем это все сделать, обработать оверлоком по краю, вот, обязательно прокладывайте стабилизирующую строчку по горловине, чтобы она не растягивалась. Горловину обтачали обтачкой. И теперь нужно отвернуть в сторону и настрочить на 1 мм в шов притачивания обтачки. Это называется расстрочить горловину. Вот так. А потом только будем отутюживать. Не забываем росток. Делаем рассечки по ростку, чтобы хорошо раскрылось, чтобы ничего не тянуло. Ну а теперь берем утюг и приутюживаем обтачку. Образуется маленький перекант в сторону изнанки. С лица очень аккуратный край. Так обрабатываем горловину по всей окружности, обрезаем нитки, то есть приутюживаем. Со стороны изнанки. Все, горловина обработана. Делаем ручные закрепки вот здесь над плечевыми, ну и
можно вот здесь по центру, для того, чтобы она не выворачивалась. Перед тем, как вы будете втачивать рукав в пройму, я вам советую проложить стабилизирующую строчку. И сразу говорю, я всегда это делаю для того, чтобы стабилизировать и шов был ровный. После чего совмещаем боковой, центр совмещаем с центром и все остальное припосаживаем. Но так как у меня рукав посадочный, он у меня спокойно входит в ту пройму, которую я сделала. Единственное, что я вметываю, это рукава. Все остальное не вметываю. И вметываю я со стороны рукава, а уже прокладываю строчку со стороны основного изделия. Но это, в принципе, как вам удобно. Главное вметывать со стороны рукава. Вот. Для чего я вшиваю именно, даю строчку по основному изделию. Здесь мне лучше видно равноту. Вметываю не больше сантиметра, где-то 0,7. По всему периметру. Как я уже сказала, мой рукав беспосадочный, практически совсем чуть-чуть. Я все время слежу, на каком расстоянии лапка находится от края. Вот здесь, вот на вот этом участке, небольшая, маленькая припосадочка. А затем нужно просто обработать на оверлоке. И мы должны попасть в эту же строчку. Вот так выглядит вметанный рукав. Теперь убираем строчку зеленую и обрабатываем на оверлоке. И рукав наш вшит. Все. Рассказываю, как я делаю карман. Шов в разутюжку. К одному шву пришиваю обтачку в шов за утюжки. Вот сюда. Это верхняя, а это перед. То есть, а переднюю пришиваю к краю и настрачиваю. Значит, не дострачиваю до концов по сантиметру, а это обязательно. Теперь вот так отворачиваю, выравниваю подкладку. И вы можете сметать сначала, даю строчку по краю, а потом оверлок. Вот такая обработка. Карманы сделали. Вот так они выглядят. И прежде чем соединять верх с низом, я хочу выкроить подъюбник. Я покажу, как я это делаю быстро. Так как у нас юбка одинаковая по переду и по спинке, ее можно сложить вот так пополам, найти середину. Иголочка у меня на переде. Ну, по переду я вам скажу, как нужно сделать. Вот. И вот от угла спуститься точно так же, как лежит дуга, и отметить. Просто перед я сделаю буквально еще на 3 сантиметра короче. То есть, когда сначала вырежу так, а потом по переду сделаю вырез. Вот. И вот как идет, так и на всю ширину и выйду. Сейчас уберу платье. И вот, видите, на вот эту ширину всю я выйду, насколько у меня хватает. Естественно, после этого выровняю бока нормальным способом. И вырежу вот такой небольшой колокол, что и будет являться подъюбником или нижней юбкой. Я надеюсь, это все
понятно. Сейчас вырежу, покажу поточнее. Вот низ я обрезала, дошла до бока. И теперь вдоль бока отрезаю. Все, подъюбник мой готов. Я его стачиваю по бокам, подшиваю низ. И по переду, сейчас я вам покажу, что нужно сделать по переду. Вот сам подъюбник. По переду я просто его немножко еще опускаю. Вот смотрите. Кладу вот так. Здесь я спускаюсь, ну, сантиметра, наверное, на 3. И вот сюда схожу на нет. Только одну деталь. Спинка остается такая же. Вот так все просто. Итак, после того, когда я уже изготовила подъюбник, его нужно соединить по верху тоже на стабилизирующую ниточку. И после этого мы соединяем с самой юбкой. Просто одну вкладываем в другую, соединяем по верху. Все. И для того, чтобы сделать кулиску, я буду использовать остатки ткани. Для этого беру резинку, которую использую для кулиски. Вот сантиметр уходит в шов, плюс еще сантиметра 1,5. И отрезаю полоску ткани и стачиваю ее по кругу. Она должна быть как линия талии у платья. Поэтому вы ориентируйтесь. Я лучше сделаю вот пошире, чтобы не заузить. Потом, если что, лишнее уберу. Вот. Так как у меня вот здесь есть сгиб, это достаточно длинная полоска получается. Я ее еще дополнительно, может быть, даже продублирую трикотажным вот таким дублерином, для того, чтобы она не скручивалась. Вот. И все выравниваю. Да. И втачиваю вместе эту полоску, но это я уже покажу вам, вместе с юбкой, когда юбку пришиваю к верхней части платья. Подъюбник соединили по линии талии. Вот это перед, я себе отмечаю, отмечаю середину на спинке. Теперь беру, укладываю перед с передом. Вот получается перед. Нахожу у него середину, точно так же складываю, нахожу середину. Эту середину совмещаю с серединой переда. Вкладываю вверх-вниз, прикалываю иголочками, совмещая все контрольные точки. Важно соединить боковой и боковой переда. Вот эти все детали нужно совмещать иголочками. И так в кольцо. Вот. И очень важно все это соединить. И на саму подкладку еще уложить, приметать кулиску. И кулиска вот так загнется и настрочится по переду. Я приметала юбку кверху. И теперь, почему сразу не пристрочила, потому что нужно еще вот эту полоску, кулиску пришивать. Поэтому я начинаю ее пришивать сбоку, одновременно притачивая по наметке. Вот здесь вот краешек заворачиваю и вот так начинаю строчить вокруг. Кулиску пришили, вот как это выглядит. Теперь край заворачиваем где-то сантиметр и настрачиваем на верхнюю часть платья. Я приметаю и настрочу с лицевой стороны. И потом через вот это отверстие, вот здесь эти отверстия обработать нужно. Вот я засуну резиночку
И будет готовое платьице. Так выглядит настроченная кулиска изнутри. Теперь находим участок. Я здесь оставляла место. И через этот участок с помощью булавки засовываю резинку. Все, платье готово. Вот так оно выглядит с изнанки. Смотрите, обтачки. Так, кулиска. Со стороны спинки тоже кулиска, юбка. Внизу московский шов, как я уже сказала. Низ тоже я обработала чуть пошире московским швом, но смысл остается тот же. Вот. Это платье я на манекен надевать не буду, потому что оно большое для манекена. Все-таки 60 размер смотрится совсем не так, как будет смотреться на хозяйке этого платья. Надеюсь, что вы увидите, хозяйка согласится его померить. Девочки, не бойтесь, все в ваших руках. Я уверена, у вас все получится. Дерзайте. Решила все-таки показать, как оно выглядит на манекене. Одела, мне понравилось. Смотрите, здесь кулиска. Вот так, рукавчик, вырез. Оно длинное и на девушке очень красиво смотрится. Как-то так, девчонки. Итак, как обещала вам в последнем сюжете, модель в полном образе, в своем шикарном платье из крепа летнего. Посмотрите, девчонки, как такое платье смотрится на девушке. Мне очень нравится. Покружитесь, пожалуйста. Очень важно знать ваше мнение, поэтому пишите, ставьте лайки, комментарии, подписывайтесь на мой канал. И всем творческих успехов!